сообщение о том, что в преддверии Пасхи готовятся праздничные подарки для ветеранов. Подъехали с коллегами к базе, волонтерской базе, где уже шла работа. Я еще обратил внимание, что как много таких подарков. И я подумал тогда, что как хорошо, что прям такая внутренняя гордость была. Я имею отношение к людям, которые заботятся, потому что эти куличи, они были достаточно большие. Нужно было испечь, упаковать, договориться, чтобы их привезли. Чувство общности я отметил тогда. У меня у ребенка одна няня у нас из Беларуси. Случалось, и просто на прошлой неделе она мне пришла и сказала: Алин, вы меня извините, но вот мужа выгнали с работы, он там уже месяц ищет работу, нам придется уезжать обратно в Белоруссию. Я говорю: слушайте, нет, давайте я уже и мужу работу нашла, и вот я вот вам с квартирой помогу, и все. Потому что у меня тоже были моменты, когда меня очень сильно поддерживала. Очень часто могу дать онлайн бесплатное занятие по йоге. Вижу, что у человека есть какая-то проблема, то есть у него болит спина. И я вижу, что я могу решить эту проблему. И у меня просто возникает мысль: а почему нет? Говоришь: хочешь, я тебе помогу? Они такие: да, конечно, мне там так болит спина. Я говорю: я знаю, что делать. Все. Но раньше, если бы я даже так сказала, не всегда находилось время. Чем больше ты тратишь времени на это, тем больше это проявляется и внутри. Чем больше ты даешь, тем больше ты получаешь. И здесь это очень хорошая возможность именно по времени. Потребность как раз в помощи, поддержке, безусловно, вырастает. При этом, когда у людей нет уверенности, что будет завтра там, в финансовом плане, с работой, барьер на вход для того, чтобы обратиться за помощью, безусловно, вырастает. Мы проводили по этому поводу сначала акцию «Открытые дни». Мы выделяли там более 600 пробона часов. И это была особая структура сессии по поводу стресса, тревоги и всех связанных ситуаций с там, текущей эпидемией, чтобы помочь человеку уйти с ощущением облегчения, планом, техниками, пониманием, что он может делать самостоятельно, потому как мы понимали, что на эту акцию мы записываем именно тех, кто платно терапию себе позволить не может. Что мы много сможем пробона сессий, я была не уверена, но когда я обратилась к нашим психологам и объяснила, почему я считаю важным, вот, что я хочу делать, и что я сама готова в этом участвовать, и поддержите меня, кто может. И когда просто это были прям сотни часов, ну, это очень воодушевляет. В принципе, у нас полезно и не стыдно, да, вот Перно компания, они договорились, что они кормят врачей, и они нам отдают эти заказы. Но мы тоже там особо не зарабатываем копейки, да, там, понятно, мы как бы сопричастны к этому, для врачей готовить, как обычная наценка, там, 300%, да, это совсем минимальная. Добро тоже ограничено очень насущными потребностями. Вот, но, в принципе, да, все ищут, все готовы. Ну, сейчас появилось другое отношение к курьерам. Их стало жалко, их стараемся мы как-то не гонять по несколько раз. Даже если что-то хотим заказать на Беру, то с ребятами мы постоянно списываемся, ну, с соседями моими, чтобы делать вместе заказ. И, ну, кажется, что их труд должен быть оплачен, поэтому тоже не смотрим на бесплатную доставку. У нас есть чаевые, которые мы запустили, которые тоже можно оставить не наличными, а бесконтактно, просто через приложение. Но чаевые выросли. В первую очередь вырос процент чеков, где люди оставляют чаевые. И заметно, мне кажется, изменение какого-то отношения, да, то есть если спасибо врачам, либо таксистам, определенный фон, да, там, в соцсетях и так далее. Также есть спасибо курьерам. Девушка, она фудблогер, и она имеет какое-то производство кондитерское. И она заказывала Яндекс.Лавку на регулярной основе, и в какой-то день она просто коробку капкейков подарила курьеру. В сложные времена гораздо ярче стало проявляться какое-то человеческое отношение, да, люди готовы там помогать или кому-то пожилым ходить в магазин, или оплатить счет, или с чем-то помочь. Ну, это здорово, на самом деле. Ну и, наверное, сейчас такое время, когда плохое гипертрофировано проявляется и хорошее гипертрофировано проявляется. Но я хочу верить, что хорошего больше.
Мы общались со всеми большими нашими поставщиками и договаривались уже на больший лад. Но фактически разговор был такой: ребята, у нас единственный вариант сотрудничества, вы нам будете возить продукты, мы вам не будем платить деньги, но заплатим. Вот. Ну, понятно, что все большие компании в B2B-сегменте, поставщики, они понимают, что сейчас Хорико именно так и будет поступать. И тут важно, как все между собой себя ведут, потому что кризис уйдет, а репутация в бизнесе, она останется. Те, кто выживут, потом будут делить эту небольшую поляну и заново договариваться. Что я вижу, это изменение некоторых ценностей индустрии. Раньше рекламисты, там, брендинга, дизайна и так далее, они друг друга немного волком смотрели. Тут во время кризиса что-то поломалось, то есть люди начали понимать, что сообщество важно. Тут вышло видео, тоже агентства говорят, вот, за вот этим можете обращаться в другое агентство. Наши друзья из агентства Friends удаленно придут к вам на помощь, если вам нужен крутой креатив. А ребята из SyncLab очистят музыку для любых ваших креативных проектов. Года 2 назад сложно себе представить. Должно было что-то случиться. Человек повел себя вот так в сложной ситуации. Следовательно, это тот человек, на которого, в общем-то, можно положиться. Тем более в сложной ситуации. Не в легкой для себя ситуации, когда он получил миллиард там, от кого-то, выиграл его в лотерею и раздал всем. Да, это, в принципе, сделал достаточно просто. Отдать последнее, вот это говорит очень о многом. Сложившаяся ситуация, она просто призывает проявлять свои качества. И каждый просто проявляет то, что у него есть. Это как провокация. Добрый становится добрее, злой злее. Это время, оно как лакмусовая бумажка проявляет, на какой ты стороне, куда ты стремишься. Это просто становится заметнее, кто с вами рядом, а кто нет. Кто делает, а кто говорит. Мне кажется, что победят именно те бренды, которые были максимально человечны, максимально близки к той ситуации, которая сейчас есть. Ведь мы здесь говорим именно о том, что каждый бренд берет на себя ответственность и пытается донести какую-то ценность. Для нас вот эти вот все ценности, что надо сидеть дома, беречь семью, они очень важны для нашей целевой аудитории. И мы максимально стараемся этот вопрос прорабатывать. Все перешагнут в новое, но будут все равно вспоминать именно те бренды, которые помогли. Все равно вот эта позитивная история про мы вас поддерживаем, мы про вас думаем, мы не пытаемся залезть к вам в кошелек, что важно, да, сейчас. Мы просто будем рядом с вами и поможем вам пережить эти сложности, потому что нам сейчас тоже очень сложно, так же, как и вам. Наверное, сейчас пришло время снять маски успешности и честно сказать о том, как тебе больно и плохо. Эти вот истории про то, что 5-я вещь в подарок, на 3-ю вещь скидка 90%. Ну, хорошо, кого вы обманываете, да? Всем тяжело. Признайтесь в этом, найдите в себе силы в этом признаться. Это будет честнее и эффективнее. Нет, это история про эффективность бизнеса. Твой бизнес будет более эффективным, если ты сейчас покажешь свое человеческое лицо.